Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! И сегодня у нас агрогороскоп зеленых операций на июнь 2022 года. Время киевское. Начинается июнь месяц с периода, когда нельзя проводить зеленые операции. Я специально даже выбрала зеленые фломастеры, чтобы эта тема, очень актуальная тема, тем более для июня месяца, была как бы указкой и подсказкой. Очень ценной, чтобы вы не погубили растения. У нас есть уже видео о том, как мы обрезали в полной луне, на растущей луне, и как мы потеряли эти растения, садовые растения. Поэтому будьте внимательны, не допускайте наших ошибок, не повторяйте их. Итак, 1, 2 и 3 июня это стихия воды, знак Рак, растущая луна после новолуния. Поэтому этот период, 3 дня, никаких обрезок не делаем. Конечно, вечером уже 3-го луна перейдет в знак Лев, но это будет слишком поздно. Поэтому планируем только вот первая фаза луны на растущей луне используется в первой фазе вот этот период. И в данном случае у нас знак стихии огня, и очень быстро засыхают ранки. И еще только-только родилась луна, поэтому мы можем использовать 4 и 5 для обрезки наших растений, для зеленых операций. Это именно зеленые операции. Ну а все такие большие обрезки, одревесневшие части, то мы перенесем на период после полнолуния, и мы сейчас с вами рассмотрим эти периоды. Ну а далее вот растущая луна 6, 7 и 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, когда луна выйдет из сожженного пути полнолуния. Вот этот период, смотрите, нельзя обрезать все растения. И зеленые операции, и любые обрезки на растениях. Это очень опасно для растений, теряется энергия, идет заражение растений, и растения погибают очень медленно, но погибают. И вот смотрите, вот это первая половина месяца. До завершения сожженного пути полнолуния у нас есть 4, 5 только для обрезок. Зато вторая часть замечательная. Вторая часть, когда можно заниматься обрезками, то есть растений с зелеными операциями. Это и сад, и овощные растения, грядки, и цветочные растения. И вот очень хороший период начинается именно с 17-18. Вот эти 2 дня зеленой операции прекрасно пройдут. Но снова придется сделать перерыв. Это знак стихии воды, рыбы. Поэтому вот эти 2 дня, а именно 19 и 20 июня, нельзя проводить зеленые операции на растения. Зато дальше у нас очень довольно-таки длительный период. Это время уже с 20-го, это время 21-го, после 20-го. Смотрите, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 прошу сделать заметку до 12 часов дня. С 14 часов 55 минут начинается время стихии воды. Это луна уже в знаке Рак. Казалось бы, новолуние, хороший период, но знак в данном случае очень важное значение имеет. А знак стихии воды. И это опасно в любом случае, в любой фазе. В любой период лунного месяца вот эти обрезки. Поэтому после 12 часов 28, а также 29 и 30 не проводим зеленые операции. Пишу нельзя в ЗО. Ну а теперь посмотрим на весь месяц. Как видите, есть время для зеленых операций, но очень много запрещенных дней. Но это подсказка, вы можете сами проверить. У нас есть очень много опыта и примеров, когда именно обрезка на растущей луне, особенно уже конец второй фазы, перед полнолунием и само полнолуние, а также обрезка в дни стихии воды,
а также девы. Дева тоже нельзя обрезку, кроме череночков нарезания. Вот этот период, конечно же, приводит к печальным последствиям для наших растений. Поэтому берите себе на заметку вот эту информацию, берегите свои растения. Ну а вам тоже здравия. Обязательно будьте здоровы и обязательно пусть в ваших домах будет мир, в ваших сердцах будет мир, благополучия вам, здоровых растений и урожайных садов, цветников и грядок. Авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Пока-пока!